Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 16 по 22 февраля. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут, что произойдет интересного у вас с понедельника по воскресенье. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не персональный, не индивидуальный. Надеюсь, большинству из вас он в таком варианте, в таком виде подойдет. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы оставляйте, подписывайтесь. Кстати, кто еще не подписан на мой YouTube-канал, буду очень рада новым зрителям, новым подписчикам. Итак, близнецы, давайте посмотрим с понедельника по воскресенье, что же именно вас ожидает на двух колодах. Мы делаем расклад. Сначала из основной колоды достаем карты, затем из дополнительной. Смотрим, какие, соответственно, у вас сочетания и какие комбинации карт у вас выпадут. Итак, близнецы. Давайте посмотрим, близнецы. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта у вас карта короля мечей, карта человека, который старается мыслить логично, выстраивать какую-то стратегию. Тут же еще тоже карта короля мечей выпадает. То есть одна и та же карта из двух колод. Я при вас карты доставала, поэтому вы видите здесь человек, который думает, мыслит. Мечи — это в целом воздух, воздушная стихия — это стихия именно мыслителей, идей каких-то, которые у вас здесь возникают в вашей голове. Здесь не зря изображена и ворон, и сова, собственно, да, то есть такие знаки мудрости, может быть, символы мудрости, которые говорят о том, что вы стараетесь здесь принимать мудрые, разумные решения. Здесь он читает какие-то письма, вы можете узнавать какую-то информацию, возможно, вас беспокоит какая-то информация или письма, которые вы читаете, может быть, какая-то переписка, какой-то имейл, да, какая-то почтовая переписка для вас важна будет, и вы стараетесь принимать решения, какие-то идеи у вас возникают о том, как действовать дальше, но вы здесь очень ответственны во всем, что вы делаете, вы стараетесь контролировать то, что происходит здесь в вашей жизни, можете быть такими очень решительными и властными в том, что, собственно, вы здесь делаете, какие решения принимаете. А дальше идет, соответственно, карта правосудия по карте справедливость. Можно говорить опять-таки о каких-то вопросах юридических, которые для вас могут иметь важное значение. Здесь такой камень, да, изображен с этими весами. То есть какая-то нерушимая ситуация, какая-то нерушимая, законная, может быть, ситуация, которая вас касается. Может быть, вам нужно решить какие-то вопросы с документами, там, с визой, с паспортом, с какими-то документами, которые нужно подписать, какого-то рабочего толка. То есть вам нужно прийти к этому балансу, а чтобы этот баланс был, что-то нужно решить законно, что-то нужно привести к этому равновесию законным путем, законным способом. Может быть, вам хочется какой-то справедливости добиться, и, соответственно, вы думаете, как это можно сделать по тузу пентаклей. Возможно, вы здесь хотите большей независимости, и это дает вам эту независимость, дают какие-то, опять-таки, юридические, там, бумажные вопросы, которые вы решаете. Возможно, вам повезет, и вы действительно решите удачно какой-то для себя вопрос, касающийся здесь справедливости, да, баланса в вашей жизни. Вас могут даже похвалить за то, что вы успешно решили какой-то здесь такого рода вопрос. И это может привести вас к процветанию и к успеху. Дальше идет карта 21 в старших арканах, карта мир. Это завершение, да, это карта свободы и освобождения от, возможно, каких-то оков для вас, от какой-то обузы. Здесь карта змею изображает, да, то есть вы как будто бы по карте мир сможете вот своими действиями достичь
чего-то, что приведет вас к чувству триумфа, что я смог или смогла доделать, сделать, выполнить какие-то вещи и выйти в чем-то вот с таким вот признанием со стороны других людей, когда на вас смотрят и восхищаются тем, что вот как вы поступили, как вы сделали. По пажу Пентаклей здесь может быть еще и что-то связанное с человеком земного знака, то есть девы, тельцы или козероги. И также вы здесь можете удачно использовать какой-то шанс освободиться от чего-то, шанс достичь триумфа, соответственно. Благодаря тому, что вы здесь очень решительные, очень смелые, вы готовы здесь принимать какой-то вызов судьбы, какие-то возможности, которые вам даются, и, соответственно, вы здесь благодаря этому достичь можете триумфа. То есть, приняв какое-то предложение, которое вам, соответственно, выпадает, можете завершить какой-то важный цикл. Или вы можете здесь что-то получить как будто извне, из мира. Мир, карта мира показывает здесь как какого-то человека, с кем вы общаетесь извне, может быть, с кем-то ведете переписку, или кто-то к вам такой приезжает, соответственно, по карте мир. И дальше идет карта рыцаря мечей, очень решительный такой молодой человек, ваша стихия воздушная, воздушного знака, да и вы, собственно, воздушный знак. И по десятке чаш здесь можно говорить, что ваша решительность, она вам как будто бы будет на руку, то есть вы здесь сможете получить что-то, что сделает вас счастливыми, что принесет в вашу жизнь спокойствие душевное какое-то, да, какие-то хорошие события, может быть, затрагивающие вашу семью. Возможно, вы здесь по рыцарю мечей благодаря вашей такой способности храбро защищать себя и своих близких сможете отстоять права своей семьи или своих близких. Но в целом вы здесь добиваетесь результата, который делает вас счастливыми. И дальше карта короля Пентаклей, земной знак, возможно, общение с земным знаком, то есть девы, тельцы или козероги, но вы можете быть разочарованы или расстроены чем-то, что касается этого человека. Также вы можете испытывать определенную неуверенность касаемо каких-то ваших финансовых дел, то есть вложения денег или каких-то покупок. Вы можете сомневаться, правильно ли вы делаете, стоит ли это делать. То есть вот как-то так. Если вы дела ведете здесь финансовые с кем-то рабочие, то вы стараетесь быть честными касаемо, опять-таки, каких-то денег. Здесь, кстати, могут быть и рабочие поездки, какие-то командировки в пятницу. Для кого это актуально, для кого важно. Но в целом, да, вы здесь испытываете много неуверенности касаемо денег. Дальше идет карта пажа жезлов. Карта пажа жезлов, да, может быть, действительно здесь такого юного человека показывает, может быть, общение с огненным знаком, это лев, овен или стрелец, для вас это может быть актуально в этот день, но также по пажу жезлов вместе с двойкой жезлов тут вы можете испытывать интерес к какой-то возможности, которая у вас есть, думать, стоит ли ее использовать, достаточно ли у меня смелости там, или энтузиазма, чтобы этот шаг в неизвестное сделать, потому что вы рассматриваете какой-то вариант по двойке, какую-то возможность, как будто смотрите в далекую перспективу и думаете о том, стоит ли этот шанс использовать. Он может касаться шанса куда-то поехать, потому что здесь глобус, здесь автобус изображен, да, то есть может быть какая-то мысль о переезде, поездке, когда вы как на чемоданах сидите и думаете уже, да, об этом дне, когда вы сможете поехать. И вот паж жезлов здесь как раз об этом вот ощущение, что я готов рискнуть или готов, да, использовать какой-то шанс, соответственно, здесь, чтобы эту возможность использовать. Да, также вы можете здесь что-то узнавать о другом человеке. Может быть, огненного знака, может быть, не огненного знака, но в целом как узнавать какую-то информацию, проявлять интерес в том, чтобы разобраться в каком-то для вас вопросе, и вы готовы эту информацию здесь принять. Карта туза кубков, карта радостная, карта очень позитивная, и в целом единица, которая соответствует туз кубков вместе с рыцарем мечей, показывает, что то, что вы здесь узнаете, заставляет вас по рыцарю мечей опять-таки действовать, мчаться, достигать, добиваться, может быть, использовать какие-то возможности и в целом вести себя очень порывисто и смело, храбро в том, чтобы здесь какие-то важные для себя вещи, да, делать. То есть по тузу кубков это может быть как готовность, не знаю, там начать с кем-то новые отношения строить, к примеру. То есть туз кубков, готовность что-то начать сначала, готовность здесь каким-то новым эмоциям открыться, да, которые всколыхнут вас, то есть что-то очень эмоциональное по рыцарю мечей. То есть вы здесь готовы
да, по рыцарю мечей, принять эту возможность, готовы ее не упускать, готовы бороться за свое счастье. Наверное, даже так. То есть выбарывать то, что сделает вас счастливыми по тузу кубков. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для близнецов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.